Всем привет! В этом видео я собрала сразу 9 быстрых рецептов для праздничного стола. Они прекрасно подойдут тем, кому некогда долго готовить. Первым приготовим бананово-кофейный десерт, нежный, в меру сладкий и не совсем обычный. Готовится очень просто и быстро. Буквально за 10 минут на столе появляется шикарный десерт без выпечки и желатина. В мисочку с 1 столовой ложкой растворимого кофе наливаем 1 столовую ложку кипятка и перемешиваем. 3-4 банана кладем в миску и все разминаем вилкой. Если бананы большие, то их понадобится 3 штуки, если поменьше, то 4. В банановую массу наливаем приготовленный кофейный экстракт. Все перемешиваем. В отдельную миску наливаем 250 грамм несладкого густого йогурта. К нему насыпаем 2 столовых ложки сахара. Все перемешиваем до растворения сахара. Складываем десерт, берем стакан и выкладываем слоями сначала банановую смесь, а затем сладкий йогурт. На каждый слой берем примерно по 2 столовых ложки. Таким методом собираем весь десерт. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 3 стакана десерта по 250 мл каждый. Последним слоем кладем небольшое количество йогурта. Для украшения нарезаем банан тонкими пластинками. На каждый десерт кладем по 2 пластинки банана. Сверху кладем ягодку клюквы или можно посыпать десерт шоколадом. Бананово-кофейный десерт получился очень вкусным и в меру сладким. В нем прекрасно сочетается нежная консистенция банана, ароматный кофе и сладкий йогурт. Готовится такой десерт просто и быстро. Очень рекомендую его приготовить. Вторым приготовим лаваш с колбасой и морковью. Такая закуска готовится из самых обычных продуктов и получается ее много. Сначала подготовим ингредиенты. Примерно 200 грамм свежей морковки трем на крупной терке. 150 грамм варено-копченой колбасы нарезаем сначала кружочками, а затем кружочки режем небольшими кубиками. Также можно взять вареную колбасу и натереть ее на крупной терке. 150 грамм сыра трем на крупной терке. Пучок зелени мелко нарезаем ножом. Я взяла петрушку и укроп. Складываем рулет. Кладем первый лист лаваша. Смазываем его майонезом. Вместо майонеза можно использовать сливочный сыр или мягкий плавленый сыр, например, сыр янтарь. На него выкладываем тертую морковь. Равномерно ее распределяем по всему листу лаваша. Начинку немного не докладываем до противоположного от себя края лаваша, чтобы потом удобно было его сворачивать и начинка не выпадала. Морковь немного солим. Сверху посыпаем тертым сыром. Его точно так же равномерно распределяем по всему листу лаваша. Накрываем вторым листом лаваша и немного придавливаем его руками к начинке. Лаваш смазываем майонезом. Всего для рулета понадобится примерно 150-200 грамм майонеза. На лаваш равномерно выкладываем нарезанную колбасу. Сверху все посыпаем зеленью. Лаваш с начинкой сворачиваем в плотный рулет. Рулет заворачиваем в пищевую пленку и ставим настаиваться в холодильник. Готовый рулет нарезаем на порционные куски. Рулет из лаваша с колбасой и морковью получился очень вкусным и ярким. Колбаса придает закуске сытность, а морковка – сочность. Готовится рулет просто и продукты все доступные.
Третьим приготовим салат мексиканский. Яркий, вкусный, красивый и, главное, быстрый. Он просто создан для праздничного стола. Необычное сочетание продуктов приятно удивит своим прекрасным вкусом. Сначала подготовим все ингредиенты. 1 сладкий красный перец нарезаем небольшими кубиками. Половину небольшой луковицы тоже нарезаем небольшими кубиками. Измельчаем пучок укропа. Нарезаем небольшими кубиками консервированные ананасы. Я взяла консервированные ананасы кусочками, но они сильно большие, и я их нарезаю на более мелкие. 100 грамм сыра трем на мелкой терке. В миску насыпаем ананасы. 1 банку красной консервированной фасоли. 1 банку консервированной кукурузы. Нарезанный сладкий перец. Тертый сыр. Укроп. И нарезанный лук. В салат немного соли. Перчим по вкусу черным молотым перцем. Салат заправляем 2-3 столовыми ложками майонеза и хорошо перемешиваем. Консервированную фасоль для салата нужно промыть под проточной водой и дать стечь жидкости. Для более пикантного вкуса лук в салате можно заменить 1 зубчиком чеснока, пропущенным через пресс. Готовый салат подаем на стол. Салат мексиканский получился очень вкусным и ярким. На праздничном столе он сразу притягивает взгляд своей красотой. Готовится салат очень просто и быстро. Четвертый приготовим картошку в духовке, румяную, аппетитную и очень вкусную. Это очень вкусное и простое блюдо, с приготовлением которого справится каждый. Примерно 1 кг картофеля чистим от кожуры и моем. Картошку разрезаем сначала пополам, а затем каждую половинку нарезаем дольками. Подготовленный картофель кладем в кастрюлю. Все заливаем водой. Ставим на огонь. Как только картошка закипит, снимаем ее с огня и сливаем в воду. Варить ее не нужно. Картошку солим по вкусу. Насыпаем 1 столовую ложку приправ для картофеля, или можно просто посыпать сладкой молотой паприкой. Перчим черным молотым перцем. Добавляем через пресс 2-3 зубчика чеснока. Наливаем 2-3 столовых ложки растительного масла. Все перемешиваем, чтобы приправы равномерно распределились по картошке. Большой противень от духовки смазываем растительным маслом. Выкладываем на него картошку и равномерно ее распределяем по противню. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 40 минут. Картошка запеклась, подаем ее на стол в горячем виде. Картошка в духовке, приготовленная таким методом, получилась очень вкусной и ароматной. Сверху у нее хрустящая корочка, а в середине она мягкая. Такая картошка отлично подходит для приготовления как на праздничный стол, так и на каждый день. Пятый приготовим закуску пенечки. Приготовление очень быстрое и продукты максимально доступные. Один французский багет разрезаем на кусочки высотой примерно 2-3 см. Чем тоньше багет, тем выше делайте кусочки, чтобы поместилось больше начинки. В каждом ломтике частично вынимаем мякоть, донышко должно остаться. Оставшийся в середине мякиш утрамбовываем ложкой. Должна получиться как бы корзиночка. Готовим начинку.
500 грамм шампиньонов моем, разрезаем пополам и нарезаем произвольными кусочками. 1 луковицу нарезаем кубиками. На горячую сковороду выкладываем нарезанные грибы. Готовим на большом огне, периодически перемешивая до испарения всей жидкости. Когда вся жидкость испарилась, наливаем немного растительного масла. Кладем нарезанный лук. Обжариваем грибы с луком на среднем огне. В конце все солим по вкусу. И перчим черным молотым перцем. Снимаем начинку с огня. Уже подготовленные кусочки из багета выставляем на противень от духовки. Приготовленной начинкой заполняем пенечки из багета. 100 грамм сыра трем на мелкой терке. Сыр нужно брать такой, который хорошо плавится. Тертым сыром посыпаем все пенечки. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 10 минут. Сыр должен расплавиться, а багет подсохнет сверху и станет хрустящим. Закуска пенечки готова. Блюдо, на котором будем подавать закуску, украшаем листьями салата. Выставляем готовую закуску. Из этого количества начинки у меня получилось 16 пенечков с начинкой. Закуска пенечки получилась очень вкусной и сытной. Готовится просто и достаточно быстро. Она прекрасно подходит на любой праздничный стол. Шестой приготовим курицу с апельсинами. Приготовить ее совсем не сложно, а на столе она выглядит красиво и очень аппетитно. Сначала приготовим маринад. 1 апельсин разрезаем пополам и выдавливаем из него сок. В миску наливаем апельсиновый сок. Немного солим. Добавляем четверть чайной ложки молотого имбиря и 4 столовых ложки соевого соуса. Сюда же выдавливаем через пресс 3-4 зубчика чеснока и перчим. Все перемешиваем. 1 курицу моем и разрезаем на порционные куски. Мясо перекладываем в миску и наливаем приготовленный маринад. Все перемешиваем. Миску накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник мариноваться минимум на 2 часа, а лучше больше. У меня курица простояла ночь. Курица уже замариновалась. Пол апельсина нарезаем толстыми пластинками и разрезаем их на 4 части. 2 луковицы нарезаем большими кусочками. В форму для запекания выкладываем кусочки замаринованной курицы в 1 слой. Все заливаем оставшимся маринадом. Между мясом кладем нарезанный лук и кусочки апельсина. Форму ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 50 минут. Во время выпечки мясо можно поливать маринадом. Курица с апельсинами испеклась. Подаем ее на стол в горячем виде. Курица получилась очень вкусной, аппетитной и сочной. Нежное куриное мясо отлично гармонирует с кисло-сладким апельсином и пикантным чесночным ароматом. Седьмыми приготовим бутерброды, которые выручат в любой ситуации. Готовятся они всего лишь 5 минут и отлично подходят как на каждый день, так и на праздничный стол. Сначала приготовим начинку. 2 вареных яйца трем на терке. Берем 1 баночку консервированного тунца, сливаем с него жидкость и разминаем его вилкой. Можно использовать тунец как в собственном соку, так и в масле. К тертым яйцам добавляем подготовленный тунец. Все немного солим.
и перчим черным молотым перцем. Сюда же добавляем 1 столовую ложку майонеза. Все перемешиваем. Берем хлеб и нарезаем ломтиками. Я использую ржаной хлеб с семечками. Можно брать любой хлеб или батон. На ломтик хлеба выкладываем подготовленную начинку. Равномерно ее распределяем. Из этого количества начинки у меня получилось 14 бутербродов. Небольшой пучок зеленого лука мелко нарезаем ножом. Бутерброды красиво выкладываем на тарелку. Сверху посыпаем подготовленным луком. Бутерброды готовы, можно подавать на стол. Бутерброды с тунцом получились вкусными и сытными. Очень удобно, что они готовятся быстро. Такие бутерброды всегда выручат, главное иметь в запасе баночку тунца. Восьмым блюдом приготовим салат мошеровский. Этот салат настоящий конкурент оливье. Он очень вкусный, сытный и отлично подходит на праздничный стол. Сначала для салата подготовим мясо. Берем 300 грамм куриного филе, моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Мясо солим со всех сторон. И посыпаем приправой карри. Все хорошо растираем по мясу руками. Подготовленное филе кладем на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваем на большом огне до красивой румяной корочки, примерно 2 минуты сначала с одной стороны, а затем с другой стороны. Когда мясо поджарилось с 2 сторон, наливаем в сковороду полстакана кипятка и накрываем ее крышкой. Огонь уменьшаем до минимума и тушим филе под крышкой примерно 15-20 минут. Филе уже готово, вынимаем его из сковороды и даем немного остыть. Остывшее куриное филе нарезаем сначала вдоль на пластинки, а затем нарезаем небольшими кубиками. 2 луковицы небольшого размера нарезаем кубиками. Подготовленный лук кладем на сковороду и пассируем до золотистости. 2 морковки нарезаем небольшими кубиками. Морковь тоже кладем на сковороду и пассируем до мягкости морковки. По времени это занимает примерно 5-7 минут. 2 соленых огурца тоже нарезаем кубиками. 350 грамм маринованных опят нарезаем на более мелкие кусочки. Вместо опят можно использовать любые другие консервированные грибы. Также можно пожарить шампиньоны. 3 вареных яйца нарезаем кубиками. В большую миску кладем подготовленное куриное филе, нарезанные огурцы, пассерованную морковь, яйца, лук и грибы. Все немного солим и перчим по вкусу. Заправляем салат 2 столовыми ложками майонеза. Все хорошо перемешиваем. Салат готов, можно подавать на стол. Мошеровский салат получился очень вкусным и сытным. В таком салате идеально сочетаются все ингредиенты. Этот салат настолько вкусный, что им смело можно заменить оливье на праздничном столе. Девятым приготовим запеченное филе индейки с грибами и сыром. Такое блюдо отлично подходит как вариант горячего на новогодний стол или любой другой праздник. Мясо получается очень нежным, и это как раз тот случай, когда вкусно и полезно. 800 грамм филе индейки моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Филе нарезаем поперек волокон небольшими кусками. Каждый кусок мяса немного отбиваем молотком с 2 сторон. Филе складываем в миску. Добавляем 1 чайную ложку карри. Солим примерно чайной ложкой соли. Перчим по вкусу.
и добавляем 100 грамм майонеза. Все хорошо перемешиваем. Мясо накрываем пленкой и оставляем мариноваться примерно на 1 час. Пока маринуется мясо, приготовим начинку. 2 луковицы среднего размера нарезаем четверть кольцами. 400 грамм шампиньонов моем, разрезаем пополам и нарезаем пластинками. На сухую раскаленную сковороду кладем нарезанные грибы. Жарим на большом огне, периодически перемешивая до испарения всей жидкости. Когда вся жидкость испарилась, наливаем немного растительного масла и кладем нарезанный лук. Все жарим на среднем огне до готовности лука. Грибы с луком солим по вкусу и перчим. Все перемешиваем. 150 грамм сыра трем на крупной терке. Замаринованное филе выкладываем на противень или форму для запекания, немного смазанную растительным маслом. На каждый кусочек мяса кладем грибную начинку. Сверху на грибы аккуратно выкладываем тертый сыр. Филе ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Запекаем примерно 35 минут. Запеченное филе индейки получилось очень вкусным, сочным и нежным. Готовится оно совсем несложно и аппетитно смотрится на праздничном столе. Если вам понравились такие быстрые рецепты на праздничный стол, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.